Привет всем гостям, а также подписчикам моего канала. И сегодня у нас тема железнодорожного моделизма. Покажу вам вот такой вот просто шикарный, на мой взгляд, вагон спальный в масштабе 1,87. Ну что ж, тут у меня небольшая зарисовочка, так сказать, по железнодорожному макету, но это только лишь зарисовка. Вообще планирую построить железнодорожный макет. Размер его будет составлять в районе 10 метров прямых путей с какими-то либо разъездами. По поводу поворотных каких-то осей, поворотов, да, разворотов, я это буду думать, пока не получается, пока возможность есть только сделать прямо. Не делаю я его по, в принципе, простой причине, потому что это, ребята, как бы, ну, кто в теме, да, знаете, что это не дешевое удовольствие. Железнодорожный макет построить — это не дешевое удовольствие, пока, так сказать, я в процессе. Потихонечку что-то приобретаю, что-то вам показываю. И вот сегодня вот приобрел вот такую вот шикарную вещь. Спальный вагон. Рицевский он называется. Это риц габариты. То есть для, так сказать, европейских железных дорог. Доезжал он, по-моему, до границы с Польшей, если я не ошибаюсь. И там колесные пары ему менялись на меньший диаметр. Вот так вот снизу это все дело выглядит. Очень симпатично. Вот эти вот, в общем, тележки снимались и ставились меньше. Но что-то я могу не точно сказать, как бы, кто знающий более меня поправит, да, какие-то тематики, железнодорожные тематики я могу немножко пока не знать. В общем, снизу подвагонка сделана довольно-таки неплохо. Это, по-моему, у нас, вот если я не ошибаюсь, это, по-моему, делает фирма Херес. И, кстати, здесь у нас есть маршрут Санкт-Петербург, значит, этот вагончик у нас по маршруту вот Ашен, да, Санкт-Петербург, и остановочки указаны. Это спальный вагон. Здесь у нас двери открываются не как у нашего купе, кто не знал, а здесь у нас дверочки открываются как в квартире, то есть вот так на себя. Один раз в жизни я ездил на таком вагоне, был приятно удивлен тем, что в самом купе, вот в этих вот купешечках, здесь 3 места идут, как бы с одной стороны, вот их видно, ну, может, здесь 2 указано. Я его попробую разобрать, вам показать. Здесь есть прям умывальник, в самом купе есть умывальник, и я вообще был потрясен. Ну, было мне очень мало лет, и ехал я куда-то, не помню уже. Ну, в общем, почему-то поставили такой вот именно спальный вагон. Потрясающе, было потрясающе. А в туалете в то время, это было где-то 90-е годы, в туалете стояла уже стиральная машина. Огромный туалет. Не знаю, как здесь он будет, но я его разберу. Вот, наверное, да, вот здесь вот где-то туалет, с другой стороны получается. И там как бы спальное место, стиральная машина стояла. Ну, давайте пробежимся вот так по вагонам, покажу вам мелкие детальки, как все это сделано. Вот здесь, в общем-то, посмотрите, разные надписи есть. Если есть возможность, читайте. Тут даже есть приписка, приписан МСК Смоленск. Не знаю, честно. Сцепки здесь обычные, накидная петля идет. Очень красивенько. Сюда попробуем заглянуть. Так, вот это мне здание мешается, вокзал. Ну, сюда мы не заглянем, в принципе. Ну и там смотреть особо нечего, потому что там дверь тамбура, я так понимаю. Видите, какой он такой полукруглой формы, специально заточен под европейский лад. Шторочки у нас имеются на окнах, прям такие естественные они сделаны. Супер. Спальный вагон. Очень тонкие поручни. Даже вот, когда я снимал обзор на ЧМЭ, вы говорили, вот видите, какие здесь толстые, да? Я вам говорил. И посмотрите, вот здесь какие поручни. Прям аккуратные, мелкие, как и должны быть. Тележки у нас, в принципе, проработаны неплохо. Здесь различные надписи идут. Регулятор тормозных рычагов передачи. В общем, очень много надписей, как у настоящего вагона. Не знаю, такие ездят вообще вагоны или нет. Мне кажется, все-таки еще в каких-то составах, наверное, присутствует. Где-то, ну, очень редко, но можно в целом это встретить. И вот с этой стороны у нас, значит, также приписка идет. Приписан. Вот
Не знаю, что здесь написано. Сейчас я макросъемку включу и попробую вам показать более поближе. Итак, макросъемочку включил. Вот. Да, Смоленская. Здесь у нас тоже. Кстати, а можно же пробить номер вагона. О, посмотрите, сколько пыли, оказывается, налетело даже. Так-то и незаметно. Здесь же есть номер вагона указан. Вот этот вот. Можно его набрать, в принципе, в интернете. И посмотреть. Герб СССР даже. 05201. Вот попробуйте забить, может быть, вам высветится именно какая-то, ну, какой-то результат по этому вагону. И вот, ну там, купе заглянем. Вон подушечки тут даже. В общем, действительно, очень классная модель. Вот прям плавный ход. Она сама по себе модель тяжелая. И как бы за счет этого прям вообще супер. Не знаю, как будет в поворотах проходить. Но мне, в принципе, это не надо. Но в целом я доволен. Сцепки можно заменить на такие. На Акадии называются, по-моему, они. Которые будут прям как, ну, как у настоящего, так сказать, вагона. Так, по верхней части выглядит вот так. И вот так. Вот. Сейчас попробую разобрать его и показать вам внутри, что там находится более детально. Ну что, в принципе, я это сделал. Тележечки вот у нас снимаются очень легко, кому это важно. В общем, проблем нету. И, кстати, здесь вся подвагонка тоже вот этой частью прям по ходу дела снимаются. Ну, мне это не надо. Давайте. Оп. Вот так вот это выглядит внутри. Вот шторочки — это просто декали, кто не знал, может быть. Думали, что они настоящие. Нет, здесь просто декальки. Можно, наверное, поставить здесь свет. Ну, в общем, смотрите. Вот они. Прям вот эта часть очень тяжелая. Короче, смотрите. Видите, какие купешки, то есть двери, которые, ну, как дома открываются на себя. И вот так вот выглядит сами купе с этой стороны. Странно, что здесь нету столика почему-то, наверное, немножко другого формата. Все-таки я ехал в другом формате. Здесь два места идут, получается, сбоку. Да, я, наверное, в другом ездил. У нас было 3, и посередине был столик. Здесь этого нету, и столик, скорее всего, здесь где-то откидывается. Вот это я не знаю, что за место. Какое здесь, наверное, ну, вот это какой-то техническая часть, не знаю. Здесь у нас душ, я так понимаю, да? А вот сам туалет. Но я чуть в другом ездил, где вот это пространство было объединенное, получается, и оно было огромное просто вместе. Вот купе у нас проводника. Одно, я так понимаю, вот оно второе. В общем, ну не знаю, в таком вагоне, короче, я не ездил. Немножко компоновка другая, но сделано классно, здорово. Довольно-таки симпатично. Так, теперь по поводу того, что где можно достать данный вагончик. Вот так вот станцию поставим сюда. Данный вагон сейчас можно, наверное, приобрести только лишь с рук. Стоимость его составляет от 4500 и где-то до 6-7,5 рублей. Кому как повезет. Я купил данный вагон за 5000 рублей. И в целом я доволен, и мне очень нравится состав. Как бы я собирать, наверное, не буду такой. А может быть, со временем соберу, если будут так сказать, попадаться более-менее доступные по цене модели. В общем-то, все. Вот такой вот, ребят, видос. Если вам понравилось, если вам нравится вообще железная дорога, то поставьте лайк. О, не видно было, да? Вот сюда вот. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.